кто-то там еще был, я уже Жиган. Жиган через Спицку, да? Жиганчик был. Ну, злобненький через Югручку по этому самому. С 1,5 лет пошел, позднили-то через тех собак. Ну, тоже так старался, еноту там искал, все, старался до последнего. Ну, погиб, не хочу говорить, но чтобы больше никогда такого из-за пули и по вине на 11 шагов, из-за их терьера, которого подпустили, добирали килограмм 150 секач был, на 11 шагов били, по груди пуля зашла в грудь, через лопатку вышла, и он был, шел на меня, и как раз он смял этого их терьера, подпустили, и эти тут крики, я вижу, что человек погибнет, Дима, и батька кричит в рацию: Дима, не лезь, убьет, Дима, не лезь, убьет. Слышит, рации подключены. А он был подранен в сам копыт. Сам копыт, Коросик приезжал, сам копыт, и мы добирали. Пустили, уже часа 2 прошло. Говорит, вот было, ну никаких. Да, пока поели, пока с того загона вышло часа 2, я пуск 3, и сразу добрали километра через 2. Только в копыт вот этот сбитый, вот, ногти. Вот, и это с этим московским их терьером Дима, сын, подпустил, он сразу его там сгребал. Они работали, крутили так, я говорю, только не пускай, сейчас я выцелю, сделаю его. А он же, когда людей, знаешь, чувствует это самое. И вот получилось, блядь, он вгреб, блядь, я как-то заорал, и он оторвался, когда я заорал, на меня пошел в хлопках, и у тех, кто был, Самур, этот Уран был сбоку с левого, Чрыш в жопе висел, в кишке, а Жиганчик по правой стороне, ну, по ходу машины, у меня по левой был. И на 11 шагов бил, получалось, и в прыжке прошиваю эту грудину, лопатку, может, чуть-чуть дальше. И она выходит, только вот чуть вышла, был бы он там на полметра чуть дальше, и был цел. Пуля попадает прямо ему в звездочку и проламывает косточку. Звездочку на лбу. Но лапы на передние упал, это пырс, пырс, пырс. Ну, я бы не стрелял. Ну, Дима стоял, вот, Дима подлетел прямо в эту. Он мог развернуться и убить человека. Ну, грех бы на себе, уже тут некогда было. Это, он летел своего их терьера спасать. Ой, и там стрелять, а куда так? 3 кобеля так крутят, а тем более 2 таких вообще, Уран и Чарыш, таких сын с батькой, такие серьезные. И там не детство, ельники ложились, а такие прыжки что-то разрезает. Ну, вот как-то так, погиб. Пальцем держу, кровь хлыщет, он живой, а кровь тух-тух-тух-тух пульсирует и выходит с мозга. Ну, он с капризами такой, покусывался, недовольный. Ну, это Югрочка, Багира, там бой в ней ничего был, Борисенковский сидел в нем. Как-то. Кого еще там с собак надо помнить? Не помню. Про Чрыша расскажи. Ну, Чарыш тоже отдельная история. Я его взял, ему было... Последнего запирал, да? Он был там, наверное, 1 кобелек, грамм 900. А шведская сучка была килограмм 200. Ну, кто знает, сколько должен быть русский щенок в месяц, 2-2,5 килограмма. Ну, представляете, что такое 900. Я его чуть поднял, что у него там болело, внутри болело, или так на базах их там кормили. На базе так его кормили, там что маленькому там нарушилось, или молоко какое, хер его знает. Ну, не буду уже никого обвинять. Я его чуть восстановил. Вот он месяцу 8-10, есть фотографии. Я тебе показывал на УАЗике, он стоит, полный УАЗик кабанов на брошь. Он стоит такой, подтянувший живот. Ну, когда болит, знаешь, как борзой подтянут. Я ж вижу, что болит. И он залез, стоит около них на азарте. А УАЗик бортовой, ему уже отгрузили. А самого шатает. Болит желудок. Долго он, где-то 1,5 года все мучился там с этим. Потом восстановился как-то.
перестал этот желудок болеть у него или что там болело. Тот одиночный был собака, тот ломал, конечно, интересно. Он не тупо, у него всего хватало. Он тупо за ухо не брал, он не это самое. Нет, ну когда бывали случаи, там вот раз был такая сикачок такой килограмм, сантиметра по 3-4 клыки, так крутил, никак его, как он уцепился под ухо, там вот, и я был недалеко. А так он даже с теми сигалетками не мучился. Вот срывается, догоняет, раз Володя кричал, как раз уже забрал хозяйство в аренду, Игорь все стадо перестрелил, а я бегаю их эти. Он то лысь сломает, стоит над ним лает, то ногу сломает и над ним лает. Он тупо не держал за ухо. Он тупо, да, даже Федор Павлович со мной такой, Гришин сам стулы, он к нам переехал, охотился. Болото, вот такое вот болото, ну не до колена, ничего, какая-то вот такая вот. И уже снег было, ну такая, ну как снегом все покрыто, болото такое неглубокое. А приличный такой плацдарм. И угнали кабанов. А я не помню, как там, что, чего он как-то зацепился. И уже не вода была, а вот эта ледяная такая вот. Ерунда, крошка вот такая, по ней идти. Пять стоит сдалека, черт видно где-то метру за 100. Стоит и лает туда. Я, Федор по рации, подойди, что он лает? На лягушек, что ли, там лягушек не может быть. Ну, тут облетели, стадо рассыпалось, там стреляли, там, куда там это. А это он взял, этому сломал лыч. Этот кабаненок утонул прошлогодка, он сломал лыч, он там лежит в этой жиже. Ну, по колено, сколько там высота. Он стоит сам по груди во льду, вот так вот. И лает на воду, пока Федор не подошел, не видит, что это. Но он тупо, он работал боксерской манерой. Он боксер, хватка, отход. Он ставил зверя. Ну, в последнее время как-то так бывало, что несколько сикачей он так вот пробовал. Я за одиночную работу говорю. Пробовал, вот если сложные сикачи, пробует взять, проработает. Это по чернотропу. Только не когда полегче, когда средние, и не при больших снегах, что он мог уложиться. И это самое, вот когда уже трава обляжется, примерно ноябрь, вот пробует, нет, вру, когда он вязче работал, сикачей. А вот когда трава большая, эти сложности, ну 3-4 часа мог сикача пробовал взять и никак. А когда такого же хорошего и крепкого, и до 5-6 часов в одиночку работал. Ну, в сложных условиях. Трава, там, все там. Не, если бы там ходил, ляпал, так он бы наляпал там бы это. Но он кобель был такой. Попробовал, не взял, пробует, еще проволтозится и все. Ну, как-то так. А то бывало случаи, что мог и сикача день водить. Более таких, когда уже трава обляжется. Видимость это. Ну, его наказывал первое время, потому что как зацепится, стадо он вообще изнурял. Вот был случай. Был гон. Сбились 3 свиноматки как-то вместе. Саша Нахаев, как мы его называем, генерал Дайорох по М1, это самое, он стоял там крайний. И Чарыш поднимает стадо, а стадо сбилось большое. Сикач там рядом был. Свиноматки это. И вот он сколько пробовал. Стадо он работал все время, блядь, был, может и день, пока не выхватит любого. Это я рассказывал за сикачей, за отдельных таких работ. Это не значит, что он там совсем. Стадо не мог выхватить. Ломал. Он 2 километра стада, 2 делянки. Саша Нахаев пробежал, положили все делянки. Как они его гоняли, как он ничего. И когда он через 3 километра все-таки уцепил кабанчика небольшого, он лежал как живой трупик. Нахай подошел, когда тогда я уже туда явился, и когда мы смотрели, говорит, ну где же что? Сердце разрыв или что? Где-то не было. Все-таки отбил. Вот как-то отбил, но стадо очень долго не давало. Свиноматки хорошие, повторяюсь. Вот отбил. И когда мы его уже лупили, а жирненький такой, хороший, килограмм под 50, посмотрели, у него были разделены позвонки шейные. Он, наверное, как взял, как дулинул, и позвонки шейные разошлись. А все, и сердце, все никакого, нигде ни кровопотека, ни на сердце, ничего нигде не было.
Да, это отдельный собака, зря его, конечно, не использовали в племенной деятельности. Экстерьер, голова, я думаю, что одна на всероссийской была из лучших. Голова его, ну это ладно, там голова, ну корпус, да, чуть-чуть подрастянут, это. Ну, нужно же работать с собаками. Собака был всегда зачетный, как можно сказать. Он даже выставишь по кабану, он никогда не подведет, если надо за кого-то выставить. Ну и в лесу это кормилец. Мясо это не выводилось. Это как бы все в рамках закона. Вот. Конечно, не использовали, это плохо. Когда поехали, ну, надо было, сука, оставлять на неделю, боялись, что с суками что-то будет. Я гарантировал, что ваши суки того не Да стоят, не что я хотели могу. просто ехать второй раз. Да я бы отправил. Я Да. бы отправил бы, да я нашел, как бы отправить. Их были целые здоровые. Те б суки столько не стоили, сколько за них бы, если бы что-то с ней случилось, я просчитался. Как будто это, ну, не использовали вот так вот. Сошло. А сейчас, когда посмотришь родословно, и что можно сказать по этим родословным, ну, винегрет. Каждой твари по паре. И куда что клюнет, куда что поведет. А когда часть раньше собак знал, что могут делать, ну, часть со слов охотников, со слов в тех регионах, где были, и линии этих собак, что они делали, и какие у них плюсы, какие Ну у там них... со слов серьезных охотников. Да. Кому можно верить, потому Да, что ты да. с ним на одинаковом языке разговариваешь. Да мы чувствовали друг друга. Да. Вот, так это самое. Поэтому можно было проработать и подвести, и добиться чего-то. А сейчас в этих винегретах не разберешься, и те. Куда что стрельнет, неизвестно. И лопатишь этих собак. Уже просто все надоело, одни разговоры, говорит. Говорит, так он же говорит. Говорит, так и ты говори, кто тебе мешает? Говори, ну. Кто тебе мешает? Ну что, Виталий, штаны пора одевать? Или курточку поменять, кольчушку? Вот. Ну, как бы охотников-то много в России серьезных пацанов. Это да, были, никто нигде не пиарился. И бежали, и старались. Знаю очень много. Никто никогда ничего не говорил. Делали и делали. С Конакова собаки. Я, чтобы воочию сильно их позастать, ну, для меня это было, конечно, вон, бугор, говорит Брыжинов, мягкие в основном были, туда-сюда, ну, нам попадались и злобные. Вон, ну, когда я попал в Ярославль, когда, помню, за этих там местные рассказывали, туда тоже попадали конаковские собаки, тверские, тоже злобные собаки попадали. Что он говорит, там, все там были мягкие. Ну, Байкал Шевченко, не Олега, а Сашин, не Олега покойного, московского, так у него не Байкал был, а Кузя, а это самое, Байкал. Ну, они как бы этих там берут, или там Мушку Царева вроде бы злобная, там она была. Там же было и Вулкан, или так хватало ж собак, которых можно было подвести. Половина из этих собак дай мне, они бы тогда в мое время так бы забарахтали. У меня был Атай, конаковский собака в 79 году. И белка западница. Не помню, или смоленских кровей, или что. Ну что-то тогда кто родословно смотрел? Мне-то своими пацанами встретился, браконьерами, а там башка медвежья, кто говорит сейчас чепец укороченный, это, там же скула была, там башка была, там муха какое было, там, блядь, крепок. Он предпочитал кабана, медведя. А вот та лосей, ну туда шилетом могли, это, собаки уже от условий работали это. Хотя и один погиб со временем, потому что по зеленке всегда мало было этим нашим это. Вот Атай был конаковский, не помню, через Вулкана или через кого там, не помню, он был собака. Но был серьезный собака. Его клещами, если он уже зацепился, то как у тех терьеров палками не расщепишь. Такая манера была.
Хорошие собаки, все прохерено, что отдали в Киров, и все расползлось, эти маленькие, злобные, непонятные стали. Кто похерил такую? Ну, группа московских собак была, тоже привозили, все работали. И по Зейку Карпушевского были мелочники, прекрасные водяные мелочники. И были и по Дику Мухина, и Караю Рогова. Такая линия московских собак попадали. Ну, я не заострял тогда внимание, молодой-то парень был совсем. 79-й год. Где-то уже не помню. Были собаки очень хорошие. Нравились мне те собаки. Тех нужно было вести, сохранять. Это ярославцы, наверное, в то время были послабее. Ну и были и там, наверное, хорошие. Ну, по зверю я имею в виду хорошие. Злобу, там, манеру, мастерство. Все эти детали. Залетел в лес, как говорится, разведбат. Как зашел, так и что-то сделали. Не под ногами, что залетели, он там с подкормочных пускают, блядь. У нас как была такая, кто-то там хвалился, а мы раз выпили и приехали к Борисенку с этими. Я уже не помню, вот с кем-то там зацепились. Мои собаки. Саша помнит или нет. И Витя Жук, голубятник тоже. Со мной приехала Жучка и его дочка. Менты расстреляли потом не в бараке вдоль железной дороги, они там кусали людей. Вот такие вот лохматые, ну вот чуть больше их терьера по росту, ну 40 холки, только крепенькие. Лохматые две черных дворняжки. Так говорили, работают. Если мы пьяные, кого-то я приезжал молодого показать, притравливать, ну показать хотя бы, не притравливать, уже показать. Эти говорили, мы там, не помню кто, и даже не буду, если вспомнил, сказать. Если мы пустили этих двух дворнях, маму, Жучку и Ночку как-то там, то я не знаю, Машка тогда или не Машка была, ну, то летела клочья от одних и вторых. Но расцепить ни шлангами, ни водой, ничем нельзя было. Вот такой вот клубок они рвали все. Ну, когда мы их пооторвали за хвосты, за все. Машка стояла вот такая, вся в крови, вся в шерсти. И эти вот такие вот в пасти. Вот это собаки, а мы злая говорим, там давали. Они бы себя в лесу тоже не предали. Сказал бы Витя, говорит, за меня пас, блядь, и пиздец. Менты постреляли их, блядь, на железной дороге. Барак стоял вдоль железной дороги, станция Восточная, там. Восточная же, Виталик, да, это напротив нашей Восточной? Вот напротив Техникова твоего. Вот тебе и Жучка. Вот тебе и Жучка, и с дочкой. Я говорю, вот такую, какие овчарки, какие азиаты. Такую домой возьми около двора, блядь, и лаек будет всех охранять. Там разорвут дребезги, до того отчаянная, бей, убей. Но эта картина мне запомнилась надолго. Ну да, мы же не будем говорить, что они там делали. Ну такой был бокс сумасшедший, что все, если сказал хозяин вдвоем. Медведица думает, я такого пиздоворот ни разу не был. Нет западников ни от кого. Так она не детская медведица там была, блядь, и нос на две половины развален был. Как она их не посажала. Они такие крепенькие, знаешь, как русские сучки, только, может, чуть-чуть, ну, короче, на ногах такие, лохматые, как эти. Ну, злые, что черти, да? Да ты что? Ну ты что, да. Вот это фокус. Много было чего, весело. Чизгар на вольере. Ну, у него тоже был первый диплом по медведю в паре. У него тоже с Иртышом, кстати, с Петькой, но ему там сучка тогда была течная, и он все отвлекался, он перегревался. Петька работал, как бы вот, работает тоже ярославец Петька, ну, Иртыш. Это самое, работает, манеру выбрал, и он так вот, как стучать мешок боксерский, можно ж и день стучать, а можно 5 раундов по 5 минут с полной, со средней выкладкой, и бобик и сдох. А тут на такой амплитуде, что многие недопонимают, говорят, вот собака плохо возвращается. А сейчас вот по навигации уже видно, что он не болтается где-то, ничего. Как он горит около зверя? Один так, второй так. Как я говорю вот про этот мешок. Можно же его бить, ляп-ляп, ляп, ляп-ляп, ляп. И день ляпа, и стой, нехуй делать, и ляпы. Ну, а тебе вон время засекут, и со средней выкладкой
Даже по 3 минуты, не по 5. 5 раундов. Со средней выкладкой. И посмотрим, сколько. Также и собака работает около зверя. Разный характер, разные эти самые. Но русаки у нас же все такие более заряженные, более азартные. Вот они более горят, а под медведем горят. Вот, Чизгар, да, тогда вот он, как-то его молодым быстро. Если, помнишь, в этом у Цыганенка в Смоленске этот вольер был, он тогда первой степени получил. Я же вот не застал его. Я его не Первой застал. степени получил по медведю. И снега было вот так. Глубокий снег был. Увернулся ни вправо, ни влево. Это на кабане, да? На кабане ловил это. Ну, по медведю они там первый. Это самое. Мне чуть-чуть еще. Хорош. Это самое. Так даже не увернулся, шел хваткой за секачом, секач его раз, и он влево снег. И он с этого снега, хотя высокий по пузо, он прыгает направо, а там сетка. Вдоль сетки до лоба. И он на сетку, и секач, они как стали, как, блядь, жеребцы друг на друга. Представляешь же такую картину, надо видеть, чтобы кабан бы поднялся. И это, и, блядь, прямо грызутся вот так. Второй степени ему дали, что тут непонятное, что происходит. Вот, ну, тут под удар попадали, а другие ж правила были. Нет, тут кабель был серьезный. Сбили наркоманы, одно поле проохотился. Ну, надо было быть под ним. Надо было бросать людей. Надо было переключаться и быть под ним. С ним бы больше было этого. Ну, когда ты приезжаешь с товарищами, это ты бросаешь. Хуй с тобой. Давайте тут проведем, тут это. Ну, когда мои уже собаки там сваливаются где-то. А что-то у меня получалось, тогда я не помню. Ну, не было таких парных. Что-то рассыпались один там. И надо было под кого-то, кто-то тут убил, этот. А он, получается, как-то всегда отколется, где-то кого-то зацепит. Ну, всегда, то секачей, то медведя вольного. Выпрет еще никогда не ложились. Вот еще особенно, знаешь, так бывает от зимы как. А та зима ж его, это ж первый его сезон. Какая-то затяжная была. Не ложились, долго они болтались тогда, блядь, почти под Новый год. Медведи. Да, до базы доходили 4 штуки. Но у вас в этом хозяйстве самая большая численность после Березинского заповедника. После Березинского заповедника, да, у Володи Павлова, значит, тогда, когда Буруй был жив, он сказал примерно, у них же кормовая база, и они не уходили, это ж не кабанов, сколько кормишь их, тут будет, вот тут, как у Жени Боровченко, вот тут корми, прицеп идет с этим самым, с гречкой, слева бегут стадо, справа бегут, и их будет там куча. А у медведя своя кормовая база, и на одной кормовой базе их много там не будет, а его территория. Он удержится, не знаю, как, я говорю за нашу территорию, не знаю, как где-то, где он находится, в Карелии, там, в Сибири, это как у них там, вот с этими, ну, естественно, как год этот грибной, там, все остальное, там, орех, там, все остальное, ягода. А у нас держится. Тогда было 24-25 на 56 тысяч гектар. Потом его стало как-то отселяя какими-то причинами, ну, может знаю, может не знаю, но причинами примерно на такую 40 медведей. Все уходили ложиться под Россию, под нашу, туда, границу со Смоленщиной, туда Лёзнинский район. У нас на 5 этих самых районах охотничье хозяйство: Аршанский, Лёзнинский, Сенинский, Витебский и Богушевский. На 5 районах хозяйства. Это летчики, военные летчики, герои Советского Союза создавали это хозяйство, как, ну, не биосферное, а как просто окружи тут этого. Создавали такое хозяйство, все виды дичи, рысь, там, глухарь, тетерев, все было там. Оленя, правда, завозили, но добавляли, всего хватало. У тебя самые, одни из самых сложных мест в Беларуси.
Ну, Володя вот Каменков к нам Я приезжает. еду по трассе, вижу этот Осинторф, это десятки километров этого тростника. Ну, это Витебская болота область. У затоплены. Каменкова я говорю, Володя, у вас через 2 минуты, через 2 шага дороги по этим соснякам, один песок. Что это? Там дорог много проездных, а у вас Он к там- нам один раз приехал, поставили его на номер стоять. А мы зашли. А уже снег был. Ой, бля. Ну, нормально. У нас сложно, да, неудобно вот такое места. каналы, Каналы, леса, там-то уже там, да. массивах. Они уже там заросшие, когда их там делали, надо все это было убруя уточнять. Болота, все заломано за это, буреломы. Наши собаки, если бы во многих местах, где хвалят эту работу, это вообще в этом парке поработали, они поотрывали все, как отрывалось. Я, как правило, люблю собак-боксеров. Удар, уход, удар, уход. Ну, я считаю, лайка так и должна работать. Волк не настолько силен. Во сколько раз. Там такая башка бывает, что ого. Кажется, перекусил бы эту кабана. И то так не рискуешь, чтобы остаться живым. Чтобы сохранение было. Это. Лайки тоже ж. Так этот Чарыш был шит вообще. Он же не дурачок вообще был, что там в бокс. Там вообще. И то 22 наркоза. У него было 22 наркоза. И не считая на живую, так зашивали. Причина подключались лишние собаки. Лишние Вот собаки Ему подключали, в одиночку, ну, выручались. максимум пара. Максимум пара. И чтобы или совсем слабый, чтобы Мгм. собака был, или чтобы практически ну, на уровне с ним. Ну, когда вот слаженная пара, Мгм. вот четко, когда вот видно, кто понимает, как вот тот подбежит, тот не успеет. Вон, когда в Борисенка кубок, это он кого там, Барса и кого-то, Бурана 2 или кого-то, не помню, пускал он там. Вот там такой, так. Только за этим, а там же не щипки, а хватки. Это только долю секунды такой выстрел, блядь, с себя всеми 4, блядь, как крокодил этот. Так. Вот тогда да. А такой ротозей вот как бы лучше отвлекал, но все равно зверь же будет пасти серьезно, он будет Ну, чувствовать. конечно. Этот, ну тут хоть как-то, понимаешь, и провоцировать мог. Бывало, что и провоцировали эти, лучше бы его не было, лучше поодиночке. Разные ситуации были. Лучше один или себе подобным, или хотя бы. Потому что бывало, что и налетали драться, помогали. Кабан сгребает того, а этот выручать тоже. А что ты ему тут вырвешь? Может, надо погреть хорошего кабана. Подпалили, подогрели, потом поставили и все. Потом лупят, делают, что хочут со всех сторон. Но Черриш тоже в размен, если уже пошел. Да? У него из-за его антиприметрии. Он длинноватый по шельме был. А манера русского крутиться. Мгм. Бой Борисенка. Почему? Ты смотри, Бакбос как крутился квадратный около медведя, и бой как проходами бил, потому что он растянутый. Если он будет крутиться, жопа останется. Мгм. А Чарыш тоже. Видеть не успевает жопу убрать, потому что немножко подрастянутый. Он сразу встречает себя, не дает обижать на грудь. И тогда идет размен. Ну, а если он дальше будет удирать, ясно, ему там оторвут все и выкинут. Ну, уходить даже. Он сразу туда переворачивается. И уже получалось, ну, разное. Когда хочешься, и когда он еще чувствует хозяина, и что помощь, и, блядь, сам закричишь, как волки-гопыль. Мгм. Аж мурашки бегут. На весь лес, блядь, адреналина. Так там и собаки летят, и кто не захочет начнет или кричать, или кусать, или что. Ой, было разное. Как-то так. Ну, На сутки оставались собаки. до 3 суток осипали. А не помню, кто с 2 кобелей. Туда невозможно было доехать. Мы взяли коня, запрягли. И там дед остался в таком, как хуторе. Когда-то была деревня, но проезжая около Степанинок. И он в Бель.
не Краснобель, Бель такая деревня. Он один там жил с козами там. И мы с Женей Богдановичем, потомственными охотниками. Каких 2 кобеля, не помню. Не помню. Каких-то было 2 кобеля. И вот на 3-е сутки, ну нигде ж не выходит, и волки не снимали. И зацепили такого 2-рожку, 2-3-рожку. Где-то помню, там стреляли, промазали, ну видели, что примерно. И короче, да много кто и учат там с этим самым сикаром. Много собак, ну по лосю особенно. С кабанами там немножко побыстрее. И короче, на лошадях, на лошади приезжаем, туда пробились кое-как. Дед заходим, там козы, везде дед перепугался. Ты тут собак не слышал, ну должны были сюда к вам, там это место называется, был заказник, заканчивался еще при Фариде. Как это место называется, я уже что-то стал забывать. Говорит, собак не слышал, работали ночью. Говорит, под утро сипели, изгородь сломали. А какая там изгородь? Жерди так вдоль прибиты, там коз держит, зимой спрячется, там и с козами внутри в этом доме живешь, он там молоко это пьет, кто ему там хлеб же никто уже не привезет, все заметено. Там на краю леса. И до Степанинок, до Бабинович прилично. Пешком туда особенно по снегу не проходишь, были у него лыжи или нет. Так это самое. Выхожу, конь фур, не слышно вроде бы. Я у трубу, только ту трубу. Отозвались второй. А так хата, низина, такая вот низинка под массив. И такая делянка. Перед этим полевым уже зарастает, такая примерно вот, как эта береза. Вот мы туда, блядь, подходим. Собаки лежали, но видно, что подскочили. Вот так стоят, лось стоит вот так вот в раскиречку. Ну, 2 или на 3, сука, не помню, блядь. И они, блядь, ну, видят уже нас, слышат, сипят. Сипят нахлухо. Хотя голоса вот там собак не срывались у этих. Бенз есть. Лось брык, уже, наверное, не столько от пули, уже и пуля добавила. Это брык и собаки брык. Уже и сам радостный. И, блядь, я говорю, ну что, Женя? Я говорю, пошли меня собак. Как тут тянуть, тянем, не идут на себя, блядь. То на себя. Короче, до саней довели собак. Он меня вывез туда, в деревню, в Степанинке, где машина. Или с Бабиновича, нет, в Степанинке. Какие Степан? Бабинович, да крайняя хата, да. Степанинки проехали, там мало жилых. Машина где стояла, я домой говорю, а вы уже возвращаетесь, разбираетесь с лосем. Да, хватало, это проблема, с лосями была проблема.